Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на очень интересную тему, на Гуд Таро Колет Барон Рейд. Где ждать беды, а где будет победа? Вот мы с вами посмотрим, где соломки постелить, так скажем, о чем карты хотят вас предупредить, чего делать как бы нельзя, да, и где будет победа, то есть в чем совершенно точно в скором времени вы одержите победу, и где у вас будет вот действительно в какой сфере, может быть, в чем улучшение, да. Ну, обычно ближайшее будущее рассматриваем, примерно месяц-полтора, вот. И не говорите потом, что я этого не говорила. И у нас с вами будет 4 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, первая карта. Давайте так. Первая карта будет идентифицировать на сегодняшний день какое-то ваше недавнее приключение. Да, что необычного происходило недавно в вашей жизни, именно необычного. По этой карте вы будете ориентироваться, правильно ли выбрали позицию. Итак, выкладываем наши 4 карты. Так вот. 4 карты и кристаллы. Первая позиция — аметист. Вторая позиция — розовый кварц. Третья позиция — принит. Четвертая позиция — цитрин. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, самой первой. Остальные я пока что убираю в сторону. Так, вот так сделаем чуть-чуть. Нет, вот так, наверное, да, чуть-чуть. Итак, убираю в сторону. Итак, наш аметистик. Что в вашей жизни недавно происходило необычного, сначала смотрим. Тут у нас вышла карта туз воды. Это морской конек с жемчужинкой. Вот вы как будто бы недавно жемчужинку нашли. Как бы обрели что-то такое драгоценное. Бывает, это дорогие покупки. Ну, сделали какой-то себе шикарный подарок или там дорогую покупку какую-то осуществили. А может быть, нашли что-то ценное в ком-то или в чем-то. Что-то для себя особенное в жизни. Ну, может быть, необычное. Или, знаете, жемчужинку, ее же со дна надо доставать. Но она является настоящим подарком судьбы. И, может быть, вы долго ковырялись, искали, что-то пытались достать, да, в своей жизни. И достали, наконец-то, обрели это. И также, конечно, эта карта показывает великую любовь. Ну, то есть, может быть, вы недавно влюбились, да, потому что наш морской конек явно обнимает свою жемчужинку и влюбился в нее. Поэтому здесь вполне такое может быть, что вы недавно просто в кого-то влюбились и несете в себе это прекрасное чувство. Хорошо, давайте теперь посмотрим, где ждать беды, а где будет победа. Вот где вам лучше соломки постелить, да? В чем? В каком вопросе, так скажем, жизненном? Давайте смотреть, в чем можно соломки постелить. А тут у нас выпала 8 воздуха. Тут ангел прям крошит такие перья с облака. Вы знаете, эта карта, она показывает совершенно точно, что вам уже идут знаки. Предупреждающие знаки в виде перышков, во-первых, которые вы находите повсюду на земле, может быть, да, или всякие слова случайные, вырывающиеся из уст людей, которые окружают вас. У меня, кстати, даже вот картина есть с перышками, она стоит
Просто ее не видно. Вот давайте я вам покажу. Видите? Картина с перышками. Вот как раз тоже есть у меня, да, знак пера. И сейчас вас карта предупредила, да, вот в виде этих перышек, что вам идут знаки, случайные слова, что чего-то делать нельзя, а особенно нельзя чего-то говорить. Вот вы начинаете это кому-то что-то произносить, может быть, критику, может быть, что-то обидное, может быть, пытаетесь кого-то вывести на эмоции, на чувства, а получается совсем наоборот. И вы портите отношения с кем-то. На сегодняшний день вам идут отовсюду уже знаки, что не говори этого, не говори этого, не говори, не произноси. И также может быть по поводу мыслей. Мысли творят нашу реальность. Верите в это, вы не верите, это не важно. Важно то, что это так и есть. Если вы думаете что-то хорошее, реальность у вас будет хорошая. Если вы думаете что-то плохое, сами понимаете, что будет. Поэтому, может быть, вам идут сигналы и знаки от вашего ангела-хранителя, мол, не думай это, не думай это, ты себе это притянешь, не думай это, остановись, думай о хорошем, думай о хорошем. Вот либо не говорить чего-то, чем вы расстроите отношения с дорогим вам человеком, близким человеком, не обязательно любимым может быть. Это может быть отношения с дочерью, с сыном, там, с мужем, с женой, с бабушкой, с папой, с мамой, там, с кем угодно, с сотрудницей по работе. Но потом вы об этом явно будете жалеть долгое время. Когда вы уже дойдете до этой крайности, да, и испортите эти отношения, понимаете? Вот вы что-то как бы раз и скажете. Или подумайте, вот опять же, да, ой, человек начинает думать там, болезни всякие, думать, там себе тащить болезни, мол, заболею, или там хочу вообще там уснуть и все. Вот знаете, многие есть с горя или там с каких-то негативных там своих провокаций думают всякую вот такую чушь. А потом спрашивают себя, а почему произошло что-то нехорошее? Ну, потому что ты это думал. Ну, зачем ты это думал столько времени? Вот. Многие там люди постоянно ищут у себя онкологию. Ну, зачем вы ее тащите к себе? Не надо тащить, надо не думать о ней, она не пойдет к вам. Вот. То есть в этом суть здесь. Ангел вас уже много раз предупредил. Либо не говори, либо не думай. Хорошо, а в чем у вас скоро будет победа? То есть соломки мы постелили, да? Нужно контролировать мыслительно-речевой процесс. А теперь смотрим, в чем будет победа в вашей жизни. Так, ну здесь у нас королева огня. Естественно, победа будет, во-первых, в плане внешности. Или гардероба, или имиджа. Вы создадите вот какой-то свой образ, очень-очень приятный для многих людей, для окружающих, и вообще привлекательный, и сексуальный образ, может быть, да. К вам многие люди испытывают влечение или будут испытывать в очень скором времени. Вообще карта замечательная тем, что королева жезлов, она в жизни всего добилась сама. И она знает, что вот ее достижения, ее богатство – это результаты ее труда. Может быть, у вас есть какой-то там, не знаю, бизнес, работа, но вы в этом просто профи. Вот какие-то вы идете сейчас делать нововведения, может быть, или что-то продвигаете, или работаете над каким-то проектом, или работаете над бизнесом своим. Это будет иметь успех. То есть особенно в плане самореализации. Конечно, эта королева показывает большой успех именно в плане заработка и в плане укоренения в обществе. Вообще это такая у нас, сами знаете, ведьмочка. И она всегда показывает кого-то очень способного, хитрого, продуманного, того, кто своего не упустит. Вот вы точно свое не упустите. Вы сделаете все для того, чтобы добиться своих целей в самореализации и, соответственно, высокого уровня дохода. Именно эта карта и говорит, что в скором времени ваш доход, конечно же, поднимется. И в этом будет победа, но благодаря именно вашим трудам. Ну, вот такая вот у нас самая первая позиция. А мы идем дальше. К позиции номер 2. Где ждать беды, а где будет победа?
спрашиваем. Мы у второй позиции. И наш розовый кварц. Итак, сюда кладем. И первая карта. Что необычного недавно происходило в вашей жизни? По ней вы ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию. Здесь у нас пятерочка огня. Она показывает, что в вашей жизни недавно были какие-то либо внутренние внезапные конфликты и противоречия, либо это могло быть вот резкое озарение по поводу поведения, там, по поводу целей окружающих людей, от которых вы этого не ожидали. То есть это карта все равно некоторого удивления, да, некоторого такого процесса, когда ты понимаешь, что люди были настроены совершенно не так, как ты это себе представлял. То есть, первое, вы могли быть просто очень сильно озадачены либо чьим-то высказыванием, чьей-то речью в вашу сторону, да, либо какими-то, может быть, отзывами о вас. Не всегда это даже лестные отзывы. И у вас вот такой как бы ступор, да? Ничего себе, как так произошло? Вообще, откуда такое, да, понеслось? Может быть, где-то вообще были, не знаю, сплетни, например, в вашу сторону, да, такие необычные сплетни, и вы о них узнали. И вообще карта говорит о том, что могли, допустим, приходить известия совершенно нестандартные для вас, которые вас просто ставили в такой шок. Знаете, типа меня это шокирует, да? То есть вот если у вас недавно в жизни такое было, такая неожиданность такая, значит, это про вас позиция. Давайте посмотрим, где ждать беды, а где будет победа. Где соломки постелить, где может быть прореха, да, у нас. Так, у нас, значит, шестерка земли, оленик. Вот смотрите, карта показывает, что кто-то с барского плеча чего-то будет отстегивать. И вам не понравится эта постановка, что я тут тебе с барского плеча. Вам не понравится гордыня человека, который вам что-то вроде как дает, но в то же время это все ставит именно в такой вот, как сказать, в таком виде, да, как, типа, что я тут такой весь офигенный, замечательный, а ты вот прямо ниже плинтуса. И я тебе вот такой с высшего общества, нищенки что-то даю. Вот знаете, вот мне кажется, что-то такое будет. Вот вы это так воспримете. Оно на самом деле будет вовсе не так. Ой, карта упала. Оно на самом деле будет вовсе не так. Вот понимаете? Вообще не так. Тут будет как бы просто человек хочет помочь, но хочет, чтобы его поблагодарили, что ли. Но у вас нет желания брать и вот как бы за это благодарить. Все люди, они очень хотят быть в позитивных эмоциях, и чтобы им были благодарны, и они хотят делать добро, и чтобы на них смотрели благодарными глазами. Это правда, это у всех есть. Но проблема в нас. Для кого-то это является неким унижением. Может, с детства там проблемы, блоки разные, да, мешают воспринять это как действительно, что-то позитивное. И подачки там, вот это воспринимается как подачки. Вот. Бывает такое, что тебе что-то отдают, а ты чувствуешь нормально все. А бывает, что ты чувствуешь вот это вот что-то такое внутреннее, что давай теперь упади на колени, целуй мне ноги, да. И все, и начинается конфликт, естественно, этот человек на вас обидится, если вы покажете свою неблагодарность и еще и свою спесь, или откажетесь от того, что этот человек вам предлагает. Вот даже почувствуйте, ваше это вот или не ваше, потому что здесь конкретно вот так. Прям гордыня, гордость такая, да, за то, что я тебе вот прям такой вот прям низенькой, прям тебе тут вот все это дал. Бывает так, бывшие мужья говорят, знаете, с ними разводишься, когда
А они говорят, так ты что, вот, ну ты прям, я тебя подобрал, вот прям чуть ли не на трассе, сирую и убогую. Моя семья тебя вот прям с ног до головы облизала, а ты такая неблагодарная, со мной разводишься. А то, что ты мне изменял 10 лет, как бы не странно. Странно, да, немножечко. Нормально для тебя, а для меня как бы почему-то ненормально, и все удивляются, ну как же так? Вот, то есть, вот, понимаете, вот тут что-то как бы вот такое вот. Надеюсь, что я объяснила. Вот вам нельзя ссориться здесь, нельзя и все, от этого будет реально беда. То есть вы не выдержите, а испортите отношения прям с многими людьми, не только с этим человеком. Так, хорошо, где ждать победы? Победа у нас это король воды. Ну тут вот может быть ваш любимый человек в чем-то даже победит. Вот не только вы, а вы за него порадуетесь. Ну, не знаю, там хороший доход принесет, да. Или хорошая идея у него появится, которую он будет в итоге выполнять, ну как, воплощать в жизнь, да. И все получится, вы будете радоваться за этого человека. Может быть, какой-то мужчина признается вам в любви, вы почувствуете победу на любовном фронте, если вы женщина. Ну, а если вы мужчина, вы выберете себе спутницу жизни, или если она у вас есть, у вас улучшатся отношения, или восстановятся, и будет именно успех в любви, да. То есть часто король воды показывает успех в личных отношениях, победу даже в личных отношениях, да, где очень хорошие теперь отношения, гармоничные, и человек доказывает, действительно в поступках, да, доказывает, что вот я тебя люблю. И это, конечно, дорогого стоит. Вот. И бывает такое, что вот если просто ваш мужчина такой добродушный, такой заботливый, приятный, и чего-то добился в жизни, вы будете за него очень радоваться. Это настоящая победа. Наконец-то ты больше стал зарабатывать, наконец-то у тебя своя фирма или еще что-то, да? Ну, такая у нас вторая позиция. А мы идем дальше к позиции номер 3. Наш перит. Ой, принит. Почему перитом назвала перит? Это такой весь металлический товарищ. Принит. Так, смотрим. Я тут вообще забыла недавно слово «гавлит». Ну, кто смотрел мои видео. Вообще плохо кто смотрит, конечно. Мои видео там с путешествий, где мы ходим по Германии, с магазинов на канале iLife. Вот. Ну, и кто смотрел, знает, что я забыла там слово «гавлит» и ни в какую не могла в магазине его вспомнить. Там выбирала карты Таро в книжном и камушки. Вот. Ну, хорошо. Принят. Что недавно необычного происходило в вашей жизни? Сначала смотрим, вы по ней ориентируетесь, да? Ну, тут двойка земли. Такая вот карта, видите? Шикарная. Необычного было то, что кто-то перед вами прямо вот выпендривался, пытался зарекомендовать себя со всех сторон. Это могут быть различные работники, подружки дочерей или сыновей, мужья, парни, там мужики, женщины, смотря какого пола. Вот кто-то перед вами показывал все свои лучшие качества, пытаясь вот вышкалиться, выпендриться, зарекомендовать себя вот со всех сторон, да, показать, ну вот я прям супер, вот я супер. А вы были от этого просто в небольшом таком шоке. Мол, а чего это тебя куда понесло, да? Чего это ты передо мной тут все это показываешь, чего тебе надо? Может быть, вообще могло бы обойтись без этого, да? А чего тебе надо? То есть вот у вас был шок, потому что это все происходит перед вами. Обычно никто, мол, передо мной такого не делает, да? А чего это ты это все делаешь? Зачем тебе это надо? Вот, что-то такое. То есть кто-то вел себя явно нестандартно, показывая свои заслуги и там свои какие-то прекрасные качества, работоспособность или еще что-то. Хорошо, давайте теперь, если вы себя узнали, да, посмотрим, где ждать беды, а где будет победа. Вот где соломки-то постелить, где подвох? Где же у нас подвох? Ух ты, 6 мечей, подвох-то в дороге. Здесь либо к вам кто-то едет, и в этом подвох. И этот кто-то, может быть, сам по себе человек негативный, да, и его приезд крайне нежелательный и неожиданный для вас. Либо вас
срочно, допустим, пошлют в командировку, а вам это будет не нравиться, или нужно будет срочно куда-то уезжать, а вам это пока не хотелось бы. Поэтому это проблема, да? Давайте подробности. Здесь нужны подробности. Ну все. Шестерка огня. Подробность одна. Вам не понравится, что вы куда-то едете. Так, ну, вам не понравится, что вы куда-то едете, а то, что вы куда-то едете, это здесь 100%, судя по картам. Как этого избежать? Раз вам не нравится, надо избежать. Так, ну, карта мир выпала. Этого избежать нельзя. Скорее, знаете как, вот нужно обрести в себе гармонию, принять поездку, дорогу, командировку, переезд. Вам придется куда-то ехать. Вам придется и все. И этого отменить нельзя. Поэтому здесь только смириться и обрести гармонию внутри по поводу того, что да, я поеду, да, мне придется, да, это нужно сделать. Все. Есть люди, которым просто не нравится тупо транспорт. Вот знаете, я боюсь самолетов. Если я настраиваюсь, я лечу. Лететь-то я лечу. Но бывает такое, что я вжимаюсь головой в грудь своего мужа в самолете. И говорю, ну сейчас, если эта посудина вся свалится, ну хотя бы я умру в обнимку со своим мужем. Типа того. Понимаете? Вот. Поэтому, если бы мне сейчас сказали, типа, ты полетишь завтра срочно, там, не знаю, в Испанию, я бы сказала, эй, подожди, я боюсь. Давай я решу это как-то поездом, машиной, я сделаю что угодно, автобус. И это могло, вот смена транспорта, если вы боитесь одного транспорта и хотите поменять на другой, это легко вообще. Это, в принципе, решаемо тогда. То есть здесь подвох именно может быть в том, что вам не нравятся определенные виды транспорта, а ехать надо. Либо есть другой вариант, если вам все виды транспорта вполне себе нравятся, что вам не нравится место, куда вы поедете, или тот не нравится, кто вас туда послал. Ну, то есть, допустим, начальник говорит, тебе нужно смотаться в командировку в Караганду. Я не знаю, где это, ну, это как-то звучит, да? Или тебе надо смотаться в командировку в Чебоксары. По-моему, там я была, кстати. Или тебе надо смотаться срочно в командировку в Нигерию. Угу. Вот срочно прививки ставь и поехала. И что вы сделаете? Вот неприятный ты человек, начальник, ты куда меня посылаешь? Вот. И также может быть то, что произошло там, куда вы едете. Мол, срочно приезжай, тебя сюда хотят видеть родственники. Или тебе срочно нужно познакомиться с моей мамой. Ну, мужчина говорит, да? Вот, ну, понимаете. Хорошо, давайте теперь посмотрим, в чем победа у вас будет в скором времени. Так, а вот здесь у нас есть правосудие. Вот победа будет в том, что вы либо выиграете суд реально, ну то есть для тех, кто судится, да, либо добьетесь какой-то справедливости, то есть решается кармический вопрос справедливости, именно кармический. И причем именно в вашу пользу. Правда на вашей стороне. И вы это докажете. Докажете, несмотря ни на что. Ну, допустим, вас начальник посылает в дорогу, говорит, не имеешь права отказаться. А вы говорите, я имею право отказаться. И я сейчас позову юриста трудового и тебе это докажу. А еще могу написать заявление в комиссию по труду. И никакой дороги не будет, ну, либо по вашему желанию. И начальник очень сильно еще и прикурит, и даже может штраф заплатить, да, за рабовладение. Вот. И справедливость, она может быть в любом вопросе, где касается закон справедливости. Правда на вашей стороне, она восторжествует, вы победите. То есть в любом вопросе разводы, алименты, работа в государственных учреждениях. Даже когда вот я работала сама
в государственном учреждении. И мне иногда на работе приходилось доказывать, что я по закону права. И это нормально, потому что там все права качают. И всякие службы, нужно им доказывать, что я права там, да. И иногда с юристами приходится даже спорить. Вот, поэтому здесь именно вот такой вот какой-то законодательный, может быть, вопрос, что разборка по закону. Кто-то считает, что вам положено пособие, а кто-то считает, что не положено, допустим, да, какая-то социальная выплата или еще что-то. Вы доказываете. И правда на вашей стороне, победа. Ну, вот такая позиция номер 3. А мы идем дальше к позиции номер 4. Цитрин. Итак, где будет беда, а где победа, да? И первая карта, что необычного в жизни происходило недавно, по ней вы ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию. Ну, тут королева мечей, вернее, воздуха, такая женщина мудрая с совой. Вот первое, вы могли найти в своей жизни какую-то женщину, которая была очень-очень мудрой, да, и дала вам очень такие ценные советы. Бывает такое, что это такой классный специалист, врач, например, юрист, начальница ваша, может быть, хорошая такая, да, вот дала именно какие-то ценные указания, совет, которые вам в жизни помогли. Вы этого не ожидали. Негативного тоже может быть много. Неожиданно у вас появилась соперница. Неожиданно у вас появилась конкурентка. В чем бы то ни было, в бизнесе, например. И неожиданно вы узнали, что на вас кто-то наводит порчу. Тоже вариант. Вот что-то такое неожиданное из того, что перечислила в прошлом, недавнем у вас было. Вот. Ну, хорошо. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, где ждать беды, а где будет победа. Сначала посмотрим, где соломки-то постелить, да? Что не так будет? Что не так? Двойка огня. Здесь у нас путешествие на жирафе с фонарем, да? На самом деле, конечно же, эта карта, она показывает вот как будто бы некую пассивность. Вот вы знаете, там, где нельзя делать паузу, нельзя вставать и думать, вы вот как раз сделаете паузу, встанете и начнете не просто думать, а тугодумством заниматься. Потому что до жирафа, вот когда дойдет, еще непонятно, да. То есть, знаете, есть поговорка такая: до тебя как до жирафа. Вот до вас будет трудно какой-то вопрос прям доходить. И промедление здесь нельзя было допускать, а вы его допустите. Давайте посмотрим, от чего вопрос касается. Девятка огня. Опять, смотрите, фонарики идут. Какое-то освещение, да? Может быть, даже освещение, электричество будет касаться вопроса. Ну, допустим, вовремя не заплатили, его взяли и отключили, да? Но также карты здесь могут показывать, там, двойка огня с девяткой огня, да? Что вопрос может касаться, допустим, каких-то спорных моментов по работе, спорных моментов по законам, по выплатам, еще почему-то. И вы вовремя не подаете, например, документы, да. Не подал человек документы, у него раз пособие сняли, не подал человек документы, ему раз аванс не дали. Табель не подал вовремя, не закрыли вовремя зарплату не выплатили. Понимаете, вы что-то, вот как вступите, что-то вовремя не подадите, какие-то справки не соберете. И вот в этом здесь суть, да? То есть не обязательно, что это будет касаться электричества, но вполне может быть, учитывая, что два осветительных прибора на картах явно есть. Именно кто-то что-то берет и освещает, да? Вот, поэтому будьте внимательны со всеми документами, справками, проводками. И если вы будете действительно делать все вовремя, подавать все вовремя, отвечать на письма вовремя, то у вас все будет хорошо. Где теперь ждать победы? В чем будет победа в скором времени у вас? А вот тут у нас выпала карта, ну, так скажем, жадности, да? Эта карта, она показывает злато, вот видите, прям горой лежит.
вы очень сильно держитесь за что-то в жизни, в будущем ближайшем. Ну, допустим, за большой доход, за огромные какие-то деньги. Но в то же время в этом будет победа, да, то, что вы приобретаете, обретаете для себя эти деньги. Это большое богатство какое-то. Или будет решаться большой денежный вопрос, сделка, там, не знаю, покупка. Вот в этом вы явно победите. Но благодаря тому, что вы за это прям схватились, вы держитесь, да. Вот видите, тут у нас 9 воздуха. Она показывает прям как ангел-хранитель, да, тут или как, ну, женщина-птица, и вокруг голуби белые летают. То есть это символ, вот что она стоит на краю как равновесие, да. И сейчас этот вопрос у вас реально спорный. Сейчас у вас этот вопрос на грани, на краю. И он может, как вам кажется, решиться и не в вашу пользу, но он решится именно в вашу пользу. То есть какой-то большой денежный вопрос, наоборот, играет именно вам на руку в скором времени. И все будет в этом плане хорошо. Ну, вот такая вот у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен и ставьте колокольчик. Всем пока и до новых встреч.